eyes rise when I show face. Chandelier thoughts, no time to waste. Lips like red wine, slow and rare. Silhouettes gasp at what I wear. I ain't trying, this is flow. Turn the carpet into gold. Confidence is couture. I own the room and more. This that midnight glare, dripping in, don't you dare. Dress cut like a sharp remark, and I light the dark with that midnight glare. With that midnight glare, can't fake what I wear. It's that midnight glare, dripping in, don't you dare. Dress cut like a sharp remark, and I light the dark with that midnight glare. With that midnight glare, can't fake what I wear. Spotlight bows when I move close, got 'em stuck in head to toe. Grace with a little bit of bite, gal a queen with quiet might. I ain't trying, this is flow. Turn the carpet into gold. Confidence is couture. I own the room and more. It's that midnight glare, dripping in, don't you dare. Dress cut like a sharp remark, and I light the dark with that midnight glare. With that midnight glare, can't fake what I wear. I don't play the big glare, I don't wear, I'm the one. Every mirror whispers, damn, that's who I am. I don't wear the big glare, I don't wear, I'm the one. Every mirror whispers, damn, that's who I am. Still shining when the night is gone. Midnight glare lives on and on. This that midnight glare, dripping in, don't you dare. Dress cut like a sharp remark, and I light the dark with that midnight glare. With that midnight glare, can't fake what I wear. Всем привет, привет. Если меня слышно, дайте плюсик, пожалуйста, в чат. You know my laugh, you know my taste, but not the parts I've left erased. You think we're close, but I'm not known. I built this bond with skin and bone. I'm a perfect stranger, hiding in plain view, smiling through the danger. You never saw the clues. I'm a perfect stranger, even when I'm true. You only see the version I perform for you. Отлично, есть, значит, звук. Можем начинать. Звук есть, хорошо. Окей, давайте начнем с анализа от старших таймфреймов. Потом постепенно будем переходить к разбору недели. Так, вот это все пока отключим, чтобы не мешало нам. Окей, итак, текущая ситуация выглядит так на NASDAQ, на индексе. Месячные свечи, конечно, да, учитываются. Всегда надо учитывать старший таймфрейм. И старший таймфрейм — это месячный как раз-таки. Ну, месячный можно смотреть только один раз, потом уже достать. Потом смотреть можно только на недельные таймфреймы и все. Окей, начнем с недельного. На недельном таймфрейме мы увидели, что недельный FEG удержал цену, и отсюда мы получили реакцию, то есть разворот. Если перейдем на дневной таймфрейм, мы можем увидеть здесь как раз-таки был SMT с S&P 500 с Dow Jones. И с диапазона недельного FEG цена развернулась, и здесь уже начинается дистрибуция. Если вы спросите, почему дистрибуция, потому что фазу аккумуляции и манипуляции внутри месячного цикла цена уже сделала. Если мы вот разделим на недели,
месячный цикл, то мы знаем, что месячный цикл состоит из 4 недель, и 3 недели этого месяца уже прошли. И учитывая, да, имея информацию, то есть базу 3 недель, мы можем смотреть, что у нас произошло на истории. Была ли аккумуляция, была ли манипуляция. И если была, то это нам уже дает сигнал о том, что если уже аккумуляция была и манипуляция тоже сформировалась, то теперь цена вошла в фазу дистрибуции. И если цена вошла в дистрибуцию, то байс у нас уже будет определен. И мы будем знать уже, в каком направлении лучше всего открывать нам позиции. Так вот, наш текущий месяц начинался вот так, отсюда я разделю. Отсюда начинается июнь месяц. И вот вы видите, здесь график разделен на недельные циклы. Первая неделя, вторая и третья неделя. Это диапазон недельного имбаланса FPG. И мы видим то, что в первую неделю текущего месяца, июня, цена сначала вошла в консолидацию, затем в конце первой недели началась манипуляция с конца. Вот это движение вниз, это манипуляционное движение. Вот это движение. И если мы обозначим теперь границы аккумуляционной, аккумуляции, сейчас, можем вот так прям сделать. И вот это была первая неделя, была аккумуляцией. Начинается вторая неделя текущего месяца, и что она делает? Она сначала зачищает sell-side ликвидность аккумуляции. Заодно мы тестируем диапазон недельного имбаланса. И здесь мы формируем уже SMT-дивергенцию между месяцами. То есть между маем и июнем формируется SMT-дивергенция. Это сильный сигнал. И отсюда можно уже ожидать конец манипуляционного движения и начало дистрибуции. Вторая неделя у нас была манипуляционной неделей, и она сделала свою миссию, выполнила. То есть манипуляция была, мы забрали sell side, протестировали недельный баланс, и здесь, отсюда уже начинается дистрибуция, фаза дистрибуции. Теперь. И тут, если мы посмотрим с точки зрения LMXM моделей, то есть с точки зрения концепции LMXM, то мы тут можем увидеть то, что здесь была фаза у нас SMR. Вот тут была SMR фаза. Затем у нас есть фаза оригинальной консолидации. Вот эта фаза. И она является таргетом внутри вот этого движения. Внутри вот этой LMXM модели, здесь LMXM buy model формируется. У нас сформировалась кривая, сначала кривая продаж, и тут формируется кривая покупок. И внутри этой модели уже цена находится в фазе доставки, то есть в фазе дистрибуции. И если мы плюс еще здесь подключим наши дополнительные инструменты в виде swing grades и measuring gaps, то мы можем увидеть, что первый take profit, он уже достиг. То есть мы достигли первого уровня take profit. Значит, если у нас таргетом является вот эта оригинальная консолидация, да, и внутри вот этого диапазона, вот low resistance ликвидность, выше этого уровня мы должны увидеть, есть ли low resistance ликвидность. Мы, если посмотрим, здесь имеются, конечно же,
незачищенные свинги, да, не перекрытые свинги. И они являются как раз-таки low resistant ликвидностью. То есть эта сторона соответствует, то есть, измерению через swing rates. Окей, дальше. Теперь у нас здесь уровень breakaway gaps, measuring gap и high probability order block. И отсюда, если мы уже будем измерять через measuring gap, вот, пожалуйста, первый take profit здесь мы уже достигли. То есть первого уровня take profit цена уже достигла. Остался теперь второй уровень take profit, это вот этот диапазон, который соответствует, так, 31 236. Вот. Теперь это 4-часовой таймфрейм. Если теперь мы перейдем на дневной TF, так, это можем все удалить. На дневном таймфрейме первым сигналом было 9 июня. Вот эта свеча. Вот эта свеча, которая протестировала диапазон недельного имбаланса, заодно зачистила ликвидность здесь. Была зачистка ликвидности и закрылась внутри рейнджа вот этого. Уже последующие эти две свечи, они здесь для чего сформированы были? Чтобы сбалансировать вот этот rejection блок. Вот этот rejection блок. Именно для этого здесь и эти свечи были сформированы. Иначе, если бы цена ушла бы сразу отсюда на дистрибуцию в бычьем направлении, то у нас вот этот диапазон остался бы не сбалансированным. Мы знаем, что чтобы диапазон был сбалансирован, у нас должны быть, если у нас медвежья, если у нас бычья структура формируется, да, то мы должны увидеть вот такое движение. Должны быть сначала покупки, потом продажи и снова покупки. И этот диапазон только в этом случае будет сбалансированным. И как раз-таки вот эти две свечи, вот они нам дают этот момент. У нас вот в этом вот эта свеча дневная от 9 июня у нас были покупки, затем были продажи и снова обратно покупки. Значит, мы сбалансировали этот диапазон, и цена уже потом ушла, то есть вошла в фазу дистрибуции. А внутри фазы дистрибуции цена обычно двигается очень легко через RL и RL модели. RL и RL модели. Это как, если вы спросите, если есть кто-то новенький, кто не смотрел предыдущие рекапы, то это получается вот таким вот образом. Цена сначала начинает свое движение от стартовой точки, затем пробивает какой-то максимум локальный, в этом случае вот этот high будет, пробили, и внутри уже вот этого движения формируется имбаланс. Затем цена возвращается, тестирует этот имбаланс и потом снова пробивает вот этот локальный максимум. И во время пробития этого движения формируется снова имбаланс здесь, FUG. Цена затем возвращается обратно. Если здесь нет имбаланса, то цена спускается глубже, тестирует ордер блок. И либо от имбаланса, либо от ордер блока снова отталкивается и продолжает свое движение. В качестве имбаланса могут служить также New Week Opening Gap, то есть NVOG.
как мы здесь видим. Тут был вот а, сформирован NVOG, то есть образовался NVOG, New Week Opening Gap, и как раз-таки цена вернулась в диапазон этого гэпа, сбалансировала его и закрылась как раз-таки над эквилибриумом этого диапазона, над 0,5 уровнем. Это хороший признак. Это говорит о том, что цена намерена дальше продолжать свое лонговое движение. Если спустимся на таймфрейм H4, мы можем увидеть, что цена уже вошла в поток order flow. Да? Если цена уже находится в потоке order flow, то это еще проще торговать, потому что она работает как раз-таки через RL и RL, и как я сейчас нарисовал здесь, цена будет отталкиваться, если цена находится в бычьем тренде, то цену будут удерживать бычьи имбалансы, вот, и медвежьи ордер-блоки. И медвежьи ордер-блоки. Как раз-таки они будут удерживать цену, цена будет делать откатное движение к этим диапазонам и оттуда будет отталкиваться. И после того, как цена оттолкнется, она будет обновлять свои локальные максимумы. Мы видим здесь как раз-таки вот, что цена сначала вот тут пробила свой локальный хай. Вот этот локальный хай был пробит этой свечой бычьей, где и было сформировано вот этот имбаланс FVG от 4-часового таймфрейма. Затем цена возвращается в этот диапазон, тестирует и обновляет свой хай, вот этот локальный хай. Вот он. Это и есть RL и RL в концепции ICT. Если кто-то пытался изучить эту концепцию, но не понимал, как это работает, то вот, пожалуйста, вам явный пример. Вот здесь у нас RL получается первый максимум. RL это внешняя ликвидность. ERL internal range liquidity это внутренняя ликвидность. У нас в качестве внутренней ликвидности будут всегда служить имбалансы. Вот этот 4-часовой имбаланс, это и есть ERL ликвидность. Вот она. ERL ликвидность. После того, как цена забирает ERL ликвидность, цена снова стремится забрать уже RL ликвидность, внешнюю ликвидность. Вот она. Вот. И цена вот стремительно уходит снова, то есть в дистрибуцию, и тут зачищаются сразу несколько внешних ликвидностей. Это вот этот хай был зачищен сразу при открытии новой недели. После него цена сразу стремительно устремилась вот к этому локальному хаю для зачистки ликвидности. И когда цена уже забрала внешнюю ликвидность, она устремилась теперь после сбора внешней ликвидности, она возвращается за внутренней ликвидностью. Вот. Эта внутренняя ликвидность здесь уже была у нас открытие новой недели было. New Week Opening Gap. NVOG. Вот этот NVOG. Таким образом мы можем здесь уже подтвердить для себя, что цена находится в бычьем order flow. И учитывая этот момент, дальше можно делать прогноз, накладывать на это уже другие инструменты анализа, допустим, MXM-модели, квартальную теорию, Double Purge.
как здесь работает, допустим, MXM? Здесь я показал, как надо делать анализ через MXM. А, По квартальной теории. По квартальной теории здесь... Так, сейчас это все тоже можем убрать уже. По квартальной теории у нас получается первая неделя месяца была аккумуляцией, значит, месячный цикл формируется через AMDX модель. AMDX модель, вот. И как раз-таки вот Q2 месяца приходится на манипуляцию, и затем уже здесь будет дистрибуция. И в Q4, вот как раз-таки следующая неделя у нас будет Q4. Здесь, может быть, уже цена развернется, либо продолжит свое движение. Потому что это четвертая неделя, Q4 приходится X. А если делать анализ через призму Double Purge концепции, да, то Double Purge у нас как раз-таки вот здесь происходит. Так. Раз, два, три. Смотрите. Сейчас отмечу. Вот этот диапазон. Так, на 3 дней. Вот здесь лучше видно. Double Purge у нас вот здесь как раз-таки начался, видите? Вот граница. Так, и сделаем вот так. Вот. Мы сначала сняли buy-side ликвидность, затем устремились к sell-side ликвидности. Но по дороге вниз, да, мы вот здесь уже должны были сформировать low resistance ликвидность, которая была бы сигналом для нас, что тут формируется double purge. Вот тут мы можем увидеть вот эти хаи, они не зачищены, они открытые свинги. Это и есть low resistance ликвидность. На более младшем таймфрейме еще чище будет видно вот это. Как раз таки эти свинги, это и есть low resistance ликвидность. Поэтому это дополнительное подтверждение тому, что цена с большой вероятностью сейчас уже вошла в сезон охоты, можно сказать, за вот этой ликвидностью. То есть вот это все движение, оно устремлено к этой ликвидности. И, может быть, уже на следующей неделе мы обновим наш АТХ, all-time high, и установим новый all-time high на следующей неделе. Так, это первый вариант. Теперь те, кто торговали вот на этой неделе и сразу таргетировались к этому свингу, к этому АТХ. Это all-time high. Так. Здесь нету. Сейчас отметим. Да, все, кто то есть были нацелены на этот хай внутри вот нашей текущей недели, здесь они поспешили. Почему? Потому что вот этот хай, он является protected, защищенным. Потому что он зачищает перед собой всю ликвидность. И вообще, если цена находится на all-time high, цена с одного раза, с первого раза будет сложно пробить его. Сначала она должна создать дополнительную ликвидность, чтобы больше было профита для маркетмейкера. Потому что вся ликвидность находится только здесь. Если ее сейчас быстро захватят, это будет не слишком профитно для маркетмейкеров. Поэтому они что делают? Они делают манипуляционные движения, специально формируют здесь хаи дополнительные. Видите, это уже потом получается относительно равные хаи, equal highs. И тут уже
а, CME снял АТХ. Ну, CME, может быть, но вот брокеры, мы торгуем у брокеров, а брокеры, видите, рисуют другую картину. Делать анализ на CME это правильно, но опять-таки все мы торгуем большинство торгует через профирмы, еще большинство торгуют на своих аккаунтах, и все эти люди торгуют через брокеров. А брокеры, они рисуют иногда другую картину, нежели то, что нарисовано в CME. Я тоже, в пятницу, скорее всего, цена забрала бы этот АТХ, но в пятницу были Bank Holidays в США, поэтому не, можно было не ожидать такого сильного движения. Плюс это пятница, плюс Bank Holidays, и в рынке не было ликвидности большой. А чтобы забрать вот эту ликвидность, нужна волатильность большая. А когда Bank Holidays, банки отдыхают, то волатильности в рынке мало. И топлива тоже получается недостаточно, чтобы для таких движений. Итак, здесь у нас был сформирован так, all-time high. Так, сейчас на D1. Да, вот как раз-таки вот этот ордер блок, вот он. Он как раз-таки удержал цену, потому что это последний ордер блок, то есть препятствие, последнее препятствие для вот этого движения. И если посмотреть на 4-часовой таймфрейм, мои студенты, скорее всего, знают, да, то, что есть такое понятие в ICT, как Last FEG, LFEG, то есть Last FEG. То есть именно такие FEG, они бывают, они обычно выполняют роль зоны FTA, то есть зоны сильного сопротивления. И мы можем увидеть то, что вот здесь как раз-таки находится... Так, сейчас я включу. Вот, 4-часовой FEG, вот он. Так, он и является Last FEG. LFEG. И цена как раз-таки отсюда не смогла, то есть не смогла пробить этот диапазон. И отсюда она развернулась. При торговле по LMXM моделям надо учитывать такие моменты, когда цена уже достигает максимума, и если у вас на старшем таймфрейме есть последний диапазон имбаланса, последний FEG, то учитывайте всегда этот момент. И старайтесь ставить свой take profit как раз-таки на диапазон этого last FEG. В таком случае ваш take profit в 80% случаев он будет всегда отработан, нежели если вы будете таргетироваться на самый-самый high. В таких случаях вы можете быть просто выбиты по БУ. Так, теперь на недельном что у нас имеется? Все это мы можем так закрыть. Дневной таймфрейм. Теперь у нас есть так, магнитные диапазоны в виде вот этого rejection блока от дневного таймфрейма. Вот этот. Плюс у нас есть еще один rejection блок, вот этот. Это уже прогноз на следующую неделю.
Вот. Отметили наши rejection блоки. Теперь спускаемся на более младший таймфрейм. И теперь, если сделаем сравнение с другими активами, мы можем увидеть то, что Dow Jones здесь сформировал равные лои. Да, и с большой вероятностью в следующей неделе он заберет эти лои и сделает более глубокий откат. Это Dow Jones. Затем тут S&P 500. Сейчас. Так. S&P 500, пока S&P 500 находится внутри диапазона вот этого имбаланса. Так. Окей. И есть большая вероятность, что цена спустится еще ниже, еще глубже, либо заберет полностью вот этот лоу и отсюда развернется. В таком случае, когда будет медвежье движение в шорт, то мы можем спуститься на NASDAQ еще глубже, как раз к диапазону этого дневного rejection блока, и отсюда развернуться. То при таком сценарии как раз у нас будет сформировано SMT в sell side, то есть у нас будет на S&P 500 ниже цена еще упадет, вот в Dow Jones еще глубже, а на NASDAQ цена может удержаться в диапазоне этого rejection блока. И отсюда можем дальше продолжить наше движение лонговое. Теперь, если посмотрим, какие новости нас ожидают на следующей неделе. Да, какие дни у нас будет высокая волатильность. Так, значит, это вот только во вторник Final GDP и Core PCI. Это не такие прям сильные новости, так что на следующей неделе можно не ожидать новостной волатильности. Но алгоритм будет все-таки выполнять свою работу. Новостной волатильности, если нет, то так. Нужно уже потом просто полагаться на структуру, что будет рисовать алгоритм, и делать анализ, исходя от структуры свечей. Теперь, если сделаем анализ по массивам премиум и дискаунт, так, следующей неделе. Значит, вот тут у нас здесь пятничный рейндж, который находится внутри рейнджа от четверга. Значит, мы должны сделать анализ именно этого рейнджа и разделить сначала на премиум дискаунт. И мы тут видим, что цена находится в премиуме. И если цена намерена дальше продолжить свое лонговое движение, она должна спуститься в дискаунт. И отсюда можем поймать высоковероятный high probability setup, как говорят на английском языке. То есть сетап высокой вероятности именно в дискаунте, чтобы поймать хорошее движение в лонг. Так. А для понедельника посмотрим, если цена откроется без гэпов, без всяких недельных гэпов, то для него пока этот dealing range, вот этот dealing range. Даже здесь цена находится еще в премиуме, и дискаунт не был сбалансирован. То есть и этот рейндж, они требуют ребалансировки. То есть они требуют движения в дискаунт.
Поэтому в начале недели мы можем либо сделать одно ложное движение для начала недели, снять вот эту ликвидность и затем упасть, сбалансировать дискаунт и потом продолжить все это движение. Либо сразу, если мы упадем отсюда, сюда, и отсюда должны развернуться. Потому что манипуляция месяца уже была, и как раз-таки по квартальной теории, и если смотреть истинное открытие месяца по квартальной теории, вот это Q2 отсюда открывается. И манипуляция как раз-таки была под истинным открытием месячного цикла. Да. Также открытие месяца было вот здесь, вот в этом диапазоне. И как раз-таки вот здесь аккумуляция была, это манипуляционное движение тоже было под ней. То есть все, большинство инструментов показывают, что на продолжение лонгового движения. И MMXA модель, и Double Purge, и квартальная теория. И только единственное, сначала цена должна сделать ребалансировку, одно откатное движение и продолжить движение. Если мы увидим в начале следующей недели вот такое движение, то в дискаунте сигнал для вас. Обращайте внимание на закрытие 4-часовых свечей. Да, кстати, да, я тоже обратил внимание. Здесь вот это движение на S&P 500 сбалансировало, да, этот рейндж. Но начинается новая неделя. И поэтому по отношению к новой неделе у нас рейндж все еще будет действительным вот этот. Потому что мы хоть и коснулись эквилибриума этого, но мы не сбалансировали пой. То есть ни ордер блок в дискаунте, ни имбаланс не был еще протестирован. Чтобы считалось сбалансированным, нужно, чтобы цена протестировала пой. Либо ордер блок, либо имбаланс. Здесь NASDAQ вообще не дошел до этого. Так. Если вот так разделить, цена даже не дошла до эквилибриума. Это может быть специально сделано, да, как раз таки, если вот здесь мы нарисовали же rejection блок диапазон, и если S&P 500 сделает глубже еще откат, а NASDAQ удержится где-то в этом диапазоне, либо вот так, либо даже вот так, то это будет уже считаться сбалансированным диапазоном. Вот этот рейндж будет сбалансированный. И потом можно смело работать в лонговом направлении только после получения подтверждения на 4-часовых свечах. Нужно увидеть, то есть мы должны увидеть candle closures, закрытие свечей на 4-часовом таймфрейме. Это будет уже сильным подтверждением. Мы должны увидеть, что тела свечей закрываются внутри рейнджа в направлении лонгов. Окей, давайте теперь начнем разбор нашей недели текущей. Итак, вот такая картина была в конце предыдущей недели. Да. Учитывая, что вот именно вот эту картину здесь отсюда можно было предполагать, что дальше будут... Я ожидал два сценария, опять-таки. Либо первый сценарий лонги, да, либо здесь могла произойти отложенная доставка по отношению к вот этой ликвидности. И после снятия вот этой ликвидности цена могла бы развернуться. То есть я был готов сразу к двум сценариям. Если вот тут я увижу, что цена
то есть свечи закроются телами выше вот этого диапазона, я бы уже был готов работать в лонговом направлении. Но если в открытии недели цена сделает зачистку этой ликвидности и закроется телами, свечи закроются ниже этого диапазона, то можно было работать в шортовом направлении. Но мы увидели, что с открытием неделя открылась через гэп, и мы сразу устремились наверх. Так, М15. Так, так. Вот здесь цена сразу открылась отсюда. Как раз да, на прошлой неделе, вот тут, да, когда еще либо в четверг, либо в среду, один из моих студентов как раз-таки говорил, что здесь вырисована уже MXM-модель, чистая MXM-модель. Он указал вот этот диапазон в качестве оригинальной консолидации. Это был Ибрай, если он видит. Привет тебе, брат. Ты правильно совершенно а, проанализировал этот момент. Вот. Даже если цена находится вот внутри кривой продаж, нам надо целиться, если вы торгуете по MXM моделям, на фазу оригинальной консолидации. Оригинальная консолидация, где не было зачищено, то есть не сформирован high resistant ликвидность. Вот здесь мы видим, что вот эти хаи, они относительно равные. Если переключиться на линейный график, вот открытый полностью полка ликвидности здесь. И он как раз-таки скидывал свой прогноз, анализ, что цена с большой вероятностью придет к этому диапазону. И это будет фаза оригинальной консолидации. Так, М15. Начинается здесь новая неделя. И мы увидим то, что в лондонской сессии цена здесь уже достигла почти этого таргета. Сейчас. В понедельник я стараюсь не торговать. И вообще рекомендую в понедельник не торговать, чтобы определиться. В понедельник, если просто делать скип, то вы застрахуйте себя от лишней торговли. Плюс у вас уже будет, когда в понедельник сформируется, у вас будет более-менее вырисована картина с точки зрения квартальной теории. И будет база информации, да, с чего можно отталкиваться для прогноза дальнейшего формирования недели. Так, здесь сейчас разберем сделки студентов. Так, пятница. Пятница, развратница. Вторник. Окей, вот эта неделя. И здесь понедельник только я торговал, получается. И то я не торговал, я оставил позицию открытой. Вот, с пятницы я оставил позицию открытой, с тейком сюда. Так. И с открытием недели, новой недели, вот сразу получил take profit. И как раз-таки с позитивной нотой начал эту неделю. Но в понедельник не торговал. Поэтому если просто делать правильный анализ, можно оставлять сделку через выходные. Большинство боятся этого делать. Но кто наблюдает за моими сделками, то наверняка вы уже знаете и не раз видели такие мои трейды.
Вот, пожалуйста, эта отработка. И вот сделки от понедельника. И в понедельник здесь больше никто и не торговал. В принципе, правильно сделали, потому что здесь не давали нормальной позиции для входа. Понедельник у нас был сформирован через профиль New York Judas Swing. Judas Swing. И у нас этот Judas Swing был сформирован вот здесь. Вот. Этот Judas, это обманное движение, у нас было именно вот тут. Обманное движение было здесь. Затем, если мы измерим теперь через New Week Opening Gap наше потенциальное движение. Так, потенциальное движение. Это приходится как раз таки вот здесь. 2-2,5 диапазона отклонения. Цена может... То есть как вообще надо было, да, делать анализ? Это показываю вам, что можно было ожидать цену вот в этом диапазоне. Разворот. Именно с этого диапазона цена могла бы развернуться, и можно было работать до этого диапазона. Это первый вариант анализа. Второй вариант анализа – это когда вы измеряете азиатский диапазон через отклонение STDV. Это когда Азия делает широкий рейндж. Вот в таких случаях STDV отклонения, они часто показывают приблизительно точное ценовое движение. И вот как раз-таки здесь цена и потом пошла в консолидацию, и наш понедельник закрылся в диапазоне, внутри диапазона 2-2,5 отклонения. Вот тут. Вот. И можем увидеть, что ровно 0,5 уровень этого диапазона был протестирован, и отсюда цена начала делать откатное движение. Так. Затем, да, вот тут, здесь уже, как дальше можем делать анализ? Всегда работает. Если у вас с левой стороны есть история, то надо всегда обращать внимание на левую сторону и работать с этой историей. История, она будет вам подсказывать, откуда можно ожидать развороты, куда можно таргетироваться на истории. Так. Вот так сделаем. И отметим это как Last FEG. Окей. Теперь можем спуститься на M15. И вот здесь смотрите. Теперь, да, когда я вам уже сказал, допустим, что Last FEG это сильный FTA диапазон, откуда цена может полностью развернуться. Плюс у нас есть несбалансированный диапазон, вот этот диапазон понедельника. И у нас есть New Week Opening Gap. Запомните, ребята, New Week, вообще NVOG это магнит для цены. Цена в большинстве случаев, когда ваша неделя, если будет открываться через NVOG, то цена сначала, да, с открытием недели сделает одно расширение, затем будет стремиться сбалансировать этот диапазон NVOG. Только после сбалансировки цена продолжит свое истинное движение. NVOG, он в большинстве случаев будет служить вам как магнит для цены. Если вы это запомните, вам будет проще уже работать. Это первое. Во-вторых, после того, как цена пришла в диапазон NVOG,
то с большой вероятностью цена не сможет пробить этот диапазон. Не всегда это, но 8-7 из 10 случаев цену будет удерживать этот диапазон инвока. После того, как цена пришла уже, и здесь вы можете работать, если цена пришла с верхней стороны к инвогу, можно работать только на buy, в бычьем направлении. Но если цена пробила уже этот диапазон, то надо работать уже в шортовом направлении, под инвогом. Теперь, зная вот этот момент, да, что у нас тут есть last FEG диапазон, FTA, есть тут магнит, сценарий обычно каждую неделю в том или ином, да, в той или иной степени алгоритм будет повторять свое движение. То же самое, вот смотрите, произошло вот здесь. Почти такое же движение. Цена с открытием недели, новой недели расширилась. Затем тут у нас была цель от sell side трехнедельного диапазона, да, и здесь у нас был FTA в виде ордер блока. Да. И тут я говорил, что тут есть FTA и здесь есть магнит. Цена сначала притянется к FTA, потом будет стремиться забрать ликвидность. То же самое здесь может нарисоваться. Да. Заранее как надо планировать, как надо для себя создавать сценарий. Не просто, гадать на кофейной гуще и предполагать, вот цена, наверное, пойдет вот так, вот так. Нет, надо всегда работать с тем, что рисует график. И мы можем увидеть теперь, что вот тут открывается вторник, и как формируется у нас Азия. Азия была, если обратили внимание, вот тут у нас формируется аккумуляция. Вот. Азия была в аккумуляции. Да? И тут вот как раз-таки начинается фаза манипуляций. Но мы в лондонской сессии не дошли до этой зоны FTA. Мы не дошли. Если не дошли до зоны FTA, значит манипуляция еще не завершилась. И поэтому входить здесь в шортовом направлении было бы рано. Потому что мы не достигли. И вот в Нью-Йорке как раз-таки мы достигаем этого диапазона. Сейчас я отмечу этот диапазон. Вот. Как раз-таки вот last FEG. Цена достигает его. И отсюда получает реакцию. На 15-минутном таймфрейме, если вы не торопились бы, то вот тут можно было бы уже увидеть разворотный паттерн. Если мы спустимся на более младший таймфрейм, тут мы можем увидеть displacement candle. Вот серия вот эти медвежьих свечей. Вот они. Но здесь не хватает нам хорошего имбаланса FEG. Такого одной свечи, внутри которого есть имбаланс. Есть тут маленький диапазон имбаланса, но для тех, кто только-только начинает торговать по ICT, это будет рискованный момент. А у кого есть уже опыт, они могут уже здесь понять, что слом структуры здесь уже был через цист. Вот тут был цист. Так. Затем у нас был слом структуры через МСС. Вот был МСС тут. Вот. Здесь вот сломали как раз-таки. Потом был даже confirm, подтверждение слома было вот тут. Вот.
И цена возвращается как раз-таки к этому диапазону имбаланса. Маленький, но мы видим, что цена тестирует его. Вот. И отсюда начинается расширение вниз. Поэтому даже некоторые, которые, ну, кто считает, что вот здесь было по квартальной теории, кто делает анализ, вот тут у нас была аккумуляция, значит, Q2 должна была быть манипуляция, и кто-то и увидел манипуляцию, и вот здесь даже увидели для себя подтверждение, скорее всего, слома структуры вот через цист. Вот здесь вот эта свеча мы перебили, но мы видим то, что МСС не был подтвержден. Вот. Для подтверждения слома через МСС требуется, чтобы вот свеча закрылась телом, пробив вот этот уровень. А мы видим, что здесь только фитиль. Тела нету здесь. Фитиль телом мы перекрываем только вот здесь уже. Но для вот этой картины уже МСС уровень является вот этот low. Это на 5-минутном таймфрейме. На минутном он гораздо выше здесь был. Но здесь еще нью-йоркская сессия даже не началась. Но хочу так привлечь ваше внимание теперь вот к этим свечам. Вот они, 3 медвежьи свечи, да? И мы, если сравнить их с остальными, они явно отличаются от других по своему масштабу. 3 крупные свечи. Вот это и есть displacement candle. Такие свечи и делают смещение в структуре. Именно если вы научитесь распознавать такие свечи, то вам будет легче всего распознавать слом структуры. Вы будете быстрее распознавать разворот тренда. И вот здесь, смотрите, у нас есть сначала первый гэп, вот этот. Если он останется не тронутым, это будет breakaway gap. И вот второй здесь гэп. Вот он. Второй гэп. Этот последний, он будет находиться в дискаунте. Вот эти первые два, они находятся в премиуме. И цена должна подняться в премиум, потом должна продолжить свое падение. И сейчас посмотрим в нью-йоркскую сессию. Вот начинается Нью-Йорк. Так. Теперь нам нужно, вот смотрите, когда Нью-Йорк начался, вот отсюда начинается Нью-Йорк. Минутный. Сейчас перейдем на М1, чтобы было лучше видно. Вот отсюда начинается Нью-Йоркская сессия. И как началась Нью-Йоркская сессия, и вы вот здесь увидите первый слом через цист. Вот он. Да? Первый слом через цист. Когда мы пробили телом этот уровень. Вам надо сразу измерить вот этот dealing range. Так, блин. Вот. Измерить этот dealing range. Теперь вот цена здесь поднялась в премиум. И наш недавний имбаланс, который находился вот здесь, когда цена была вот тут, это было... вот так сделаем. Это был дискаунтом еще диапазоном. Но специально цену расширили, ценовой диапазон, вот этим движением мы расширили, то есть не мы, а алгоритм расширил, чтобы этот имбаланс попал в зону премиума. И тем самым у нас вот здесь сформировался breakaway gap. Этот гэп тоже breakaway, потому что он не протестирован. Breakaway gap. Я еще вчера тоже в стриме говорил, когда у вас формируются breakaway гэпы, то это сигнал тому, что цена, скорее всего, будет агрессивно двигаться дальше. И мы как раз-таки вот здесь мы можем увидеть, что цена просто начала падать
стремительно, не давая там особого входа. Единственный вход был бы здесь. Но и тут чистый здесь вход был по модели 2022 ICT Entry Model. Noodle. Кто если изучал ICT-концепцию именно Mentorship 2022 года, то там ICT подробно объясняет вот эту модель входа. Что для этого требуется? Для этого требуется, чтобы цена сначала зачистила ликвидность. Вот здесь у нас вот происходит как раз-таки зачистка ликвидности лондонской сессии, liquidity sweep. Вот. Есть зачистка. Затем должен произойти слом структуры. Вот тут я даже могу расписать для вас, чтобы первое, liquidity sweep должен быть. Второе, слом структуры. Даже не слом, а здесь я напишу, добавлю. Этого хотя нету в 2022 entry модуле, я добавлю от себя. Это будет сильным. Это displacement candles. Displacement candle, затем уже MSS, потом вы должны увидеть FVG. И пятый это entry от этого FVG. Теперь запомните, вот смотрите, ребята. Первое, это идеальная модель, да. Можно сказать, одна, да, которая самая близка к идеальности модель. Зачистка ликвидности. Ставите тут сюда галочку. Есть. Второе, displacement candles. Вот displacement candles. Так. Вот displacement candles. Есть галочка. Затем MSS. Вот low, который формирует high. Значит, этот уровень MSS. Есть галочка тоже на MSS. Теперь формирование FVG. Вот FVG. Вот FVG. А это все breakaway gap. Breakaway gap. Это два breakaway gap. Нам нужно вот это. И вход, entry, как раз таки от теста этого FVG. Можно просто сюда поставить лимитку. Если вы просто на бэктестах отработаете эту модель, то вы еще лучше поймете, как она работает, и научитесь ловить сетапы, которые будут застрахованы от стопов. Так, допустим, вот сделаем, вот так сделаем, все, чтобы вернуться к этому. Вот у нас здесь имбаланс есть. Теперь, где находится этот имбаланс? Он находится внутри, вот здесь у нас брейкер-блок. Вот это брейкер-блок. Тут. Он находится в связке с брейкер-блоком. Здесь именно вот этот диапазон, он является брейкер-блоком. Медвежья свеча – это брейкер-блок. И брейкер-блок находится внутри этого имбаланса. Это сильная связка. Поэтому можно ставить просто лимитку на границу брейкер-блока. Так. Продать лимит. Вот так. Поставили лимитку. Если даже цена сделает еще глубже откат, вы просто добавите еще одну позицию. Стоп вот сюда. За high.
И бан, сразу цена возвращается, тестирует этот диапазон, вы уже в позиции. Значит, первый сценарий, да, который мы ожидали, зона FTA, она отработала. Теперь второй сценарий у нас NVOG. NVOG. Надо здесь таргетироваться уже к первой границе NVOG. Если вы хотите, чтобы наверняка ваша позиция отработала. Потому что есть всегда вероятность, что один из трех коррелирующих активов сделает более глубже откат, и этот откат будет не на активе, который вы торгуете, а на других. Поэтому цена может просто не дойти до вашего таргета на вашем активе, а на другом может дойти. Поэтому, чтобы не рисковать, надо таргетироваться к границе, и этого движения будет вам достаточно здесь. Дальше уже можно добавлять позицию, если увидите, что если вы увидите, что цена еще намеренно, да, показывает свое намерение двигаться глубже, то можно добавлять позицию. Так, опа. Вот здесь уже было бы 1 к 5 РР. Да, это... Так. Это консервативный метод. Я сам и мои ученики, они торгуют более рискованно. Они ставят стопы гораздо ниже, чтобы РР был выше и чтобы рисковать наименьшим депозитом и ловить наибольший профит. Но для большинства из вас, кто еще не проходил у меня обучение, просто рекомендую ставить вот такой консервативный стоп. И тут мы можем увидеть еще одну вещь, деталь, да, что цена здесь двигается уже по order flow. Это 5-минутный таймфрейм. Если мы поднимемся на более старший, то мы можем увидеть. Так, все лишнее давайте я удалю, чтобы показать вам. Так. Отсюда начинается движение, и вот тут подключается уже order flow. Вот тут имбаланс формируется 15-минутный. Вот. Мы видим, что цена приходит к диапазону этого 15-минутного имбаланса, и отсюда начинается расширение. Да? Затем вот отсюда начинается расширение. Для этого движения вот здесь был у нас локальный лоу. Вот, локальный лоу. Цена пробивает его, вот, пробивает, затем возвращается обратно, но уже не дает цене пробиться вот этот ордер блок. Этот ордер блок. Этот dealing range, это индикатор называется ICT dealing range by FADI. Он показывает dealing range. Вот, ICT dealing range, разработчик FADI. Так. И вот ордер блоки начинают удерживать цену. Значит, цена находится уже здесь, находилась в фазе order flow. Вот. И здесь уже день закрывается. Посмотрим, кто из студентов здесь отработал. Так, это Константин. Вот его здесь, получается, выполняет вход. Вот стрелочка здесь его. Он показывает свой анализ. И тут вот отработка. Здесь вошел. И тут вышел. Вошел в диапазоне 30, 620,
30627. 30627. Вот здесь он даже зашел раньше, чем я показал сейчас. Я показал классический вариант, да, кто только-только начинает обучение. А мои студенты, они уже знают находить более лучшие варианты. Это вот вход был вот здесь, 30627. Сейчас. Здесь это, вот здесь был 27 и точка выхода 30533. 30533. Оп, сделаем вот так. Вот это движение на минутном, по-моему, поймал это. Как раз когда displacement начался. Да, вот этот, здесь у него был вход, и вот это движение, как раз таки displacement он поймал на минутном. Оп. Дальше это Сакен. Вход 30598, выход 30467. А почему здесь take profit у него стоит первый? Или он здесь частично закрылся, наверное, да? Потому что take profit уровень вот здесь стоит 30111 ТП. Take profit 1, 2, 3. Значит, первый take profit он здесь закрылся частично, потом оставил позицию сюда. И значит, мы сейчас скоро увидим еще второй. Так, Corrado поймал здесь вход. Это 5-минутный таймфрейм. Так. И take profit стоит на sell side Азии 30755, 30957. Нормально. Нормальное движение. И вот, пожалуйста, отработка. Вот. РР здесь, дикий РР. Дикий РР. Внимание, attention. 62 РР показывает здесь. 1 к 62. Видите, да? Вот стоп реально так и стоит. Кто сомневается, вот стоп стоит 30, 90, 57, 957. Вход чуть ниже вот тут. И тейк вот здесь. Вы сами можете это видеть. Так, это Кити, она после стопов в Лондоне решила все-таки попробовать сделку в Нью-Йорке. 3 РР получила. Красавица, молодец. Ну, стопы, я думаю, смог объяснить, почему там стопы были. Потому что цена еще не достигла до уровня FTA, поэтому здесь были входы выполнены. Шорт, да? Окей, вот. Как раз-таки этот вход. Здесь вход именно по той модели, которую я сейчас показал вам. От имбаланса. Вот отработка. Так, Архан. Вот Архан зашел чуть раньше, но все равно держал позицию. Да, когда у вас есть предвзятость, bias, то несмотря на то, что даже если цена сделает еще глубже откат, вы просто будете спокойно ждать своего тейка. Потому что анализ, да, на котором работают мои студенты, они где-то на 90%, может даже выше, он всегда отрабатывает. Потому что этот анализ делается в совокупности с несколькими другими концепциями. Поэтому вероятность отработки такого анализа всегда высока. И плюс это все уже протестировано на истории. Поэтому вот тут
да, несмотря на то, что цена здесь еще ушла глубже на откат, но он держался своего анализа, байеса, и вот здесь тейк получил. Хорош. Вот, sell на одном 483, на другом $642. Улов за 2 дня, молодчик, красава. А тут он делает анализ, вот он, его анализ. Аккумуляция, манипуляция и как раз вот дистрибуцию. Здесь он показывает вот равный lay, equal lows. Так. Это Сакен, вот его, вот тейк его. Молодец. Вот таким вот образом поймали студенты улов во вторник. И я надеюсь, смог объяснить логику движения во вторник. Дальше будем теперь уже смотреть, что было в среду у нас. Так, перейдем на более старший таймфрейм, чтобы... Так. Формируется Азия, затем вот тут Лондон. Теперь, вот тут, внимание, многие думают, что вот здесь у нас уже сформировался рейндж. Да, это dealing range, правильно. Так, если мы отметим теперь его, то есть разделим на премиум и дискаунт, вот этот high, low, 0,5, значит, цена должна подняться в премиум и отсюда должна упасть. Да? Это правильный анализ, да. Но надо учитывать один нюанс. Если на пути к вашему премиуму, либо дискаунту, здесь сейчас неправильно, вот так, вот, на пути к вашему дискаунту, либо если, вот здесь мы, так, по идее цена должна подняться к этому имбалансу часовому и отсюда упасть, да, но на пути к нему мы должны всегда проверять, есть ли зона FTA, то есть BPR зоны, BPR. Вот тут мы можем увидеть вот этот BPR. BPR есть, и надо отмечать его всегда заранее. BPR на минус. Вот. И тут смотреть, как цена реагирует на эту зону. Если внутри этой зоны вы увидите слом структуры, либо displacement candle, то этот разворот, он будет высоковероятным. Плюс, когда цена вошла в зону BPR и сформировала SMT-дивергенцию, так, сейчас сделаем вот так. И теперь можем вот так теперь сделать анализ. Мы видим, что вот тут на S&P 500 цена зачищает ликвидность ланч-сессии. Вот ланч-сессия. Вот этот оранжевый квадрат, это обозначает сессию ланч от Нью-Йорка. И в лондонской сессии цена как раз-таки доходит до этой сессионной ликвидности и зачищает ее. Но S&P 500, он не доходит до него. Вот. Не доходя, разворачивается. И у нас тут есть уже SMT-дивергенция. Есть SMT. Теперь осталось увидеть displacement candle, серию displacement candles, внутри которого будет сформирована SMT-дивергенция. Так, мы видим, что здесь так есть имбаланс, здесь нету. Так, тут единственный имбаланс находится вот тут. Вот. Находится здесь. Так. А после него только ордер блок. Вот этот ордер блок находится.
Значит, слом структуры по МСС вот тут у нас сформировался, подтвердился. МСС есть. И если у нас тут имбаланс единственный находится вот тут, есть вероятность, что он может превратиться в breakaway gap, которую цена не протестит. Давайте я уберу вот это, чтобы он не мешал нам, не мозолил глаза. Breakaway gap. И чтобы не упустить возможность входа, мы можем поставить лимитку на брейкер блок. Вот этот медвежий ордер блок у нас будет брейкером. Вот, брейкер. Так, сделаем. И тут мы видим, вот здесь, как только телом свечи будут закрываться ниже вот этого уровня, и цена вернется обратно тестить диапазон, вот тут мы, в принципе, здесь, вот. Здесь цена закрылась ниже, потом возвращается тестить диапазон. Окей, можно пропустить, можно сделать через confirm, либо вот тут уже войти в позицию. От теста. Почему? Потому что первое, цена находится в BPR. Второе, у нас есть SMT-дивергенция. Третье, у нас есть слом, который подтвердился через тело свечи. Мы поглотили этот уровень, закрылись телом ниже. Поэтому 3 фактора у нас есть подтверждающие. Можно здесь рискнуть минимально. И куда мы можем поставить первый тейк? Первый тейк. Так, делим наш диапазон на премиум и дискаунт. Вот. И первый тейк сразу до эквилибриума. Вот. Чтобы наверняка, точно, чтобы наш тейк отработал, цена обязана прийти до 0,5 уровня этого диапазона. Поэтому я ставлю на уровень 0,5. Короткая позиция. Мы тут вошли. Так, стоп можно ставить за breakaway gap. И тейк сюда. У нас, значит, 1 к 4 здесь будет RR. Посмотрим. Есть, достигли. Достигли первого тейка. Теперь у нас осталось до нью-йоркской сессии. Так, здесь время 3 часа еще есть. Если есть 3 часа, то мы можем тут посмотреть, двигается ли цена через order flow. Если цена двигается по order flow, то мы можем... Так, это М3, М5. Сейчас. Мы можем здесь снова попробовать войти при тесте имбаланса. Когда цена вернется тестировать диапазон имбаланса, мы можем попробовать поймать это движение. Вот как раз таки вот этот диапазон 15-минутный. И тут, если сюда поставим опять лимитный ордер, то отсюда цена должна развернуться. Вот отсюда цена должна развернуться. И тейком уже здесь будет, видите, вот этот равные лои мы здесь формировали. Это первый диапазон. Потом можем как? Через ОТЕ уже измерить. Так, ОТЕ. Вот ОТЕ. Оптимальный трейд entry. Вот он. Так, 0,618. Вот этот уровень будет для нас тейком. Потому что 0,5 мы уже протестировали. Второй диапазон это всегда 0,618. Ну-ка. Так, теперь спустимся на М1. Там уже будем сопровождать нашу сделку.
О, видите, цена поднялась. Мы вошли в сделку. Дальше. Стоп. Так, мы не поставили стоп. Так, ордер блок. Вот этот ордер блок должен удержать цену. Если цена пробьет этот уровень, значит стоп поймаем. По правилам order flow, да, когда цена находится в медвежьем order flow, то медвежьи имбалансы должны удержать цену, а бычьи ордер блоки должны развернуть цену. И здесь мы как раз видим тест этого бычьего ордер блока вот этим движением. Дальше посмотрим. Вот. И вот мы достигли своего take profit здесь. Вот как надо читать, как надо работать по order flow. И тут остается совсем чуть-чуть до нью-йоркской сессии. Все лишнее можем здесь теперь убрать. Итак. Сейчас, минуточку, ребят. Алло. Алло, опять? Давай. Супер, ты адрес? Сейчас, ребят, минутку я отлучусь на минутку. Так, ребят, сделаем маленькую паузу пока что. Я сейчас на пару минут должен отойти и вернусь через пару минут, хорошо? Пока послушаем музыку. Smiling through the danger, you never saw the clues. I'm a perfect stranger, even when I'm true. You only see the version I perform for you. I'd give enough to keep you near, but never all just what you'll cheer. My voice is calm, my words are neat, but nothing ever runs that deep. I'm a perfect stranger, hiding in plain view, smiling through the danger, you never saw the clues. I'm a perfect stranger, even when I'm true. You only see the version I perform for you. Breath steady, calm but strong. Every step at night feels long. Crown of air, it lifts my head. Every word I never said, still the world
and sound. I don't shout to stand my ground. I wear the mood, I wear the switch. I speak in fabric, loud in stitch. Speaking tones I understand. Write your name across my hand. No sharp edges, no regret. Just the peace we haven't met. Stay with me until it's gone. Lay me down and call it done. In your stillness I'm undone. You're the moon, I'm just the sun. I'm just the sun. Don't explain what I can feel. Let it ache and let it heal. I was shaking, you were still. Now you move me without will. Stay with me until it's gone. Lay me down and call it done. In your stillness I'm undone. You're the moon, I'm just the sun. I'm just the sun. Stay with me until it's gone. Lay me down and call it done. In your stillness I'm undone. You're the moon, oh, I'm just the sun. I'm just the sun. Clear and fragile, sharp and wide. Every truth I cannot hide. Glass empire, built on steel. Every glance is what they feel. No escape, no place to hide. I remain a glass empire.
Все, я вернулся. Прошу прощения. Так, продолжим. Фу. Итак. Значит, у нас здесь был BPR. Отметим диапазон наш BPR. Вот он. Так. BPR был. И будем ждать теперь открытия Нью-Йоркской сессии. Так, сейчас сразу границу отмечу. Дождемся открытия Нью-Йорка. Окей, цена опять Так, сейчас. Теперь, что мы имеем до открытия Нью-Йорка? Смотрите. Какая картина у нас есть, да? Так, на М1 лучше посмотреть. Структуру. Ага. Вот тут уже можно увидеть, что тут аккумуляция формируется. Формируется аккумуляция. И вот тут у нас low resistant ликвидность сформирована. Вот она. Low resistant ликвидность. И наш NVOG еще не полностью сбалансирован. Да? У нас есть внизу сильный магнит. Плюс ликвидность тут. А тут наверху у нас есть зона BPR. Зона BPR. И мы можем теперь вот тут перейти на более старший таймфрейм, на H1, может быть, сейчас увидим, где ордер блок более явно был нарисован. Вот. Вот тут у нас ордер блок. Видите? Вот этот ордер блок. Мы, значит, отмечаем этот ордер блок. Он уже будет у нас high probability ордер блоком. Так, есть у нас у меня такой. Либо protected high. Можно сделать вот так. Protected high. И в нью-йоркской сессии плюс мы здесь имеем вот этот часовой имбаланс. Вот он. FEG. 1 hour. Значит, у нас есть protected high. Вообще, protected high был бы у нас вот этот rejection блок. Защищенный. Вот. Затем вот этот ордер блок. Вот ордер блок. Это уже protected high. И часовой имбаланс. Что мы можем здесь делать? Цена с большой вероятностью после аккумуляции должна сделать манипуляционное движение. Одно манипуляционное движение. И после манипуляций мы можем уже входить в дистрибуцию. Ясно, да? То теперь можем вот сюда просто поставить лимитку на продажу. Потому что мы видим здесь этот high, здесь накоплена ликвидность. И перед падением цена должна зачистить эту ликвидность. И еще один момент. Вот эта серия свечей, это и есть displacement candles, внутри которого был сформирован этот имбаланс от часового таймфрейма. Вот этот имбаланс. Поэтому цена должна протестировать его. Как мы видим, вот ни эта свеча не дошли до этого диапазона. Итак, посмотрим. Так, Нью-Йорк. Блин, так быстро. И мы видим, вот здесь нас... Почему отсюда? Вот тут должен был сработать. Странно. Вот здесь мы должны были войти в сделку. А стрелка показывает этот момент. Блин. Странно.
Вот так должно было быть. Вот. Ладно, в общем-то, не тормозит он. Итак, мы вошли в сделку. Теперь, имея вот здесь low resistance ликвидность, тут еще у нас равные лои, мы можем таргетироваться теперь на азиатскую сессию, либо вообще вот сюда, на вот этот low. Но этот low, это будет как бы рискованно, потому что это тоже protected low. Поэтому лучше таргетироваться в такой ситуации. Так, это М5, это М3. Сейчас поднимется на таймфрейм выше, чтобы чище видеть тела свечей. Так. Нет, М15. Вот. Вот так. Я целюсь на тело свечей вот сюда. Либо перейти на линейный график и вот сюда. Прям. Вот. Линейный график, он будет всегда показывать вам, где объем. Реальный объем. Так. Короткая позиция. Здесь мы вошли. Стоп. Мы можем ставить здесь уже. Так. За ордер блок. Вот этот ордер блок. Вот он. И take profit вот сюда. Цена потом обратно вернулась, да, к нашему диапазону ордер блока. Вот. Мы полностью заполнили этот имбаланс. Телом уже здесь, не фитилями, а телом заполнили этот имбаланс. И после этого цена упала как раз-таки до нашего таргета. Это нью-йоркская сессия была. Посмотрим, что там было дальше. Дальше. Так, в среду здесь уже... здесь ФОМС был. Это же заседание Федрезерва было. Блин. Это один из лучших дней для торговли. Кто знает, если как торговать на новостях. Я сам в этой неделе не торговал вообще, потому что не было времени. Окей, посмотрим, кто торговал в среду. Так. О. Это Аслан. Ну, это же... Это вторник. Это сделка его от вторника. Вот его тейки. Full TP. Хорош, хорош. Хорош. Хорошая сделка. Это понедельник, это от вторника. Сделка от вторника его. Так, Константин. Так. Здесь он работал на buy. И вот здесь доходит до его тейка. Хорош. Это Архан. Оба. Хорошая сделка. Зашел в лонг здесь. Здесь идеально поймал. И тут закрылся. Серхио. Так, поймал на откате. Затем... здесь он показывает, что MMXM модель будет в лонг. Все, больше в среду никто не торговал, получается. Фомс был, потому что.
Все можно там дальше прокручивать, но торговля FOMS это одна из лучших дней для торговли, потому что волатильность дикая просто. И если вы знаете правильный алгоритм торговли на новостях, у меня есть специальный курс, посвященный торговле на новостях, и там я все подробно рассказываю, раскрываю все секреты, как надо читать график для торговли на фоне новостей. И вы можете смело торговать потом на выходе новостей. В большинстве случаев, когда выходят такие новости, FOMC, CPI, NFP, то цена делает очень большие движения. То вы можете получить недельный ваш take profit за одну сделку. Так, как раз таки мы здесь достигли NVOG, заполнили NVOG, и тут мы сформировали как раз таки SMT-дивергенцию с... так, сейчас сделаем вот так, увидим. Так, М15, здесь тоже перейдем на М15. Мы видим то, что SMT-дивергенция была сформирована между этими сессиями Нью-Йоркской с PM Lunch, то есть PM сессии Нью-Йорка, вот тут сформирована, и здесь уже цена разворачивается в конце дня, до закрытия дня уже здесь почти. Вот тут уже все, день закрылся, начинается новый день. Теперь, вот тут это среда, четверг теперь, это важный момент, как делать надо анализ. Здесь в начале дня надо обратить внимание, как будет закрыто, как будут закрываться 4-часовые свечи. Сейчас я включу индикатор. Так, 4-часовые свечи. Вот. Вот здесь формируется новая 4-часовая свеча, как раз в диапазоне 4-часового имбаланса. Сейчас посмотрим, как Азия здесь формируется. Так, М15 перейдем. Здесь тоже. Также можем включить еще один вот этот индикатор, что показывал, где закроется 4-часовая свеча, закроется. Все, закрылась. Теперь вот эта свеча закрылась в бычьем направлении. В бычьем направлении. И тут начинается новая 4-часовая свеча. Новая 4-часовая свеча. И если вы знаете принцип работы Open, то есть вообще вот этой концепции Open, High, Low, Close, либо Open, Low, High, High, Close. Вот это то, как формируются свечи. Вот это. Сначала открытие, потом формируется high, потом low и закрытие. Здесь тоже открытие, но уже формируется сначала low, потом high и закрытие. Тут вот это формирование медвежьей свечи, а это бычьей свечи. Это очень важный момент. Смотрите теперь здесь, как будет формироваться 4-часовая свеча. Следующая. Open, High, Low, Close это обычно выглядит вот так на графике. Сначала консолидация, Open, потом Low, потом High и Close. Да? Это приходится, если взять одну свечу, вот допустим, вот свеча, и здесь ее будет так, фитиль, и тут фитиль. Опа, да? То вот эта свеча, она будет формироваться на младшем таймфрейме. Сначала аккумуляция, потом манипуляция и дистрибуция. Она будет сформирована именно в такой закономерности. Вот эта часть, вот это тело будет, здесь у вас будет аккумуляция. Затем будет манипуляция, чтобы сформировать фитиль. Вот этот фитиль. Будет манипуляция.
Затем начнется дистрибуция. Допустим, вот так. И мы сформируем хай свечи, вот этот хай. Затем будет закрытие свечи. Чтобы сформировать вот это закрытие, свеча обратно уходит. И вот тут вот таким вот образом здесь закрывается свеча. На графике это будет выглядеть вот таким образом на младшем таймфрейме, а на старшем это будет выглядеть как одна свеча. Вот она. Сначала аккумуляция, манипуляция, дистрибуция и закрытие. И сейчас я хочу вам показать именно этот процесс. Вот на этом следующем, вот здесь у нас формируется новая 4-часовая свеча. Вот здесь формируется. И мы видим, здесь происходит аккумуляция. Вот была манипуляция. Вот она была манипуляция здесь. И затем начинается дистрибуция. Так, если сейчас я выключу вот это все, что вам не мозолило глаза. Вот, ребят, видите? Вот аккумуляция. Это манипуляция. Если я сейчас переключу на 8-часовой, давайте сделаем. И сделаем 2 свечи, что показывал у нас. Так, открытия нет. Не 8. Ну-ка, 12. Ну, вот этот индикатор неправильно указан. Здесь он берет отчет неверно. Сейчас. Sonar Lab. Вот один цикл, 4-часовой цикл. Здесь второй 4-часовой цикл. Вот. И тут мы видим то, что в первом 4-часовом цикле происходит аккумуляция, манипуляция. Во втором 4-часовом цикле уже формируется дистрибуция. И если вы поймете именно вот этот принцип, как формируются свечи на старшем таймфрейме и как они выглядят на младшем таймфрейме, вам будет гораздо проще уже читать ценовое движение. То есть как только вы увидите манипуляцию, то дальше уже будет, там дальше уже будет дистрибуция. А в дистрибуции торговать несложно. Вам просто нужно будет найти момент отката к имбалансу и поймать вход. Окей, здесь. Так, Нью-Йорк. Давайте сравним. Есть теперь SMT-дивергенция. Где у нас тут SMT-дивергенция формируется? Между активами. И мы видим, что вот как раз-таки S&P 500 забирает sell-side Азии. Вот, азиатский sell-side. А NASDAQ делает fail. Вот тут. Это и есть самый ключевой момент здесь. Потому что тут SMT формируется уже между сессиями, либо между кварталами, между кварталом Q1 и Q3. Здесь тоже Q1 и Q3 формируется SMT-дивергенция. И здесь нам нужно теперь просто найти слом структуры через MSS, либо через CIS, чтобы войти в позицию. Окей, вот здесь у нас слом через MSS будет, этот swing high. Так. И этот
диапазон будет уровнем циста. Как только цена пробьет этот уровень, так, вот, пробили, тестируем. Вот смотрите, тестируем здесь имбаланс. Это отличный момент для входа. Вот тут имбаланс. И вот серия бычьих свечей, дисплейсменты. Попробуем открыть позицию. Стоп поставим сюда за этот swing low. Почему? Потому что у нас есть уже SMT дивергенция. Вот еще одно подтверждение. Есть SMT. Есть слом теперь. Вот. Полностью подтвержденный слом. Закрылись телом над этим уровнем. Цист проглотили. Сделали откат на FEG. Если здесь вот эта свеча уже удержит позицию, то мы, значит, вошли правильно. Ага, хорошая реакция. Вот. Окей. Теперь куда таргетируется? Первый take profit здесь. Смотрим равные хаи, плюс здесь равные хаи и тут равные хаи. Видите? Дальше и здесь. Тут целая полка ликвидности. Вот она. Поэтому тут можно смело ставить тейк на вот этот хай лондонской сессии. Это все лишнее можем уже убрать. Это убрать. Просто удалить все нарисованное. Так, длинная позиция. Здесь вход. Стоп за этот swing low. И тейк сюда. И RR у нас будет почти 1 к 3. Мы можем чуть-чуть вот так сделать. К телу поставить сюда. Потому что этот ордер-блок должен удержать это движение. И в этом случае будет 1 к 5. Хорошо. Так. Дальше, ну-ка. О. Еще до Нью-Йорка мы уже достигли своего таргета. Отлично. Теперь смотрим опять на 4-часовую свечу. Где она у нас? Где? Вот она. Смотрим на структуру. Окей. Значит, здесь открывается новая 4-часовая свеча. Вот. И аккумуляция, манипуляция уже произошла внутри вот этого 4-часового цикла. Вот здесь у нас была аккумуляция. Вот была манипуляция. Да? И как раз здесь мы, по-моему, сформировали еще одну SMT-дивергенцию. Давайте посмотрим, сверимся с S&P 500. Да, вот сейчас на M5 переключусь. Смотрите, вот этот медвежий ордер-блок, вот он здесь поглощается на S&P 500. Вот он. А на NASDAQ нет. Вот. Значит, это манипуляция. Здесь была, то есть, манипуляция с уровнем Protected Low. Вот тут мы можем снова еще раз добавить позицию на откате. И теперь куда мы можем таргетироваться здесь? Теперь тут мы можем разделить этот рейндж. Вот этот рейндж. Вот так, вот таким вот образом. Либо через OTE. Значит, 618 уровень мы уже достигли. Второй уровень будет 705. Вот. И третий вот 709. Учитывая, что цена еще находится около эквилибриума, вот здесь цена находится, то есть большая вероятность, что мы можем достигнуть 0.79 уровня. Поэтому можем вот так чуть-чуть сдвинуть это. И если поднимемся на часовой таймфрейм, там посмотрим, есть ли там что-то интересное для нас. Ага, как раз это диапазон часового имбаланса. Вот, часовой имбаланс. Давайте посмотрим, как цена здесь отработает. Если, допустим, мы здесь зашли бы и уже вот этот тейк сюда переставим, это сюда,
Стоп за этот лоу. Так. Стоп, можем вот так сделать. И РР у нас 1 к 8 получается. Лишний вот это все можем убрать, это убрать. Это тоже можем убрать. Теперь, ну-ка. Чуть-чуть. Есть. И вот так мы бы отторговали бы нашу неделю. Потому что здесь MMXM модель формируется, ребята. Вот это MMXM модель. Опять. Вот здесь SMR. Здесь оригинальная консолидация через High Resistant ликвидность. Вот она. Оригинальная консолидация. Это кривая продаж. Здесь кривая покупок формируется. Вот эта фаза у нас, первая фаза, аккумуляция, редистрибуция. И то же самое здесь формируется у нас. Вот. Аккумуляция, дистрибуция. Здесь тоже первая аккумуляция, дистрибуция. Потом вторая фаза, вот тут у нас была реаккумуляция, редистрибуция. Так, это есть. Теперь, если посмотрим на 4-часовом таймфрейме. Так, на 4-часовом пока ничего здесь особо не видно. На часовом. Hello, bro. Вот на часовом можем что-то здесь нарисовать, посмотреть, измерить. Так, теперь, если мы будем измерять через Swing Rates. Так, здесь таргет. И где-то здесь у нас должен быть Measuring Gap, либо High Probability Order Block. Если будем считать, что вот это Breakaway Gap, то значит вот этот диапазон у нас будет Measuring Gap. Первого здесь достигли, значит второй Take должен быть где-то вот в этом диапазоне. В этом диапазоне. Но мы, если обратить внимание, здесь сформировали опять low resistant ликвидность. Видите? Это ликвидность. И плюс мы оставили здесь несбалансированные массивы. Вот один вот этот несбалансированный. В пятницу не торговали, потому что были Bank Holidays. То есть американские банки отдыхали. Поэтому торговать там смысла не было. В нью-йоркской сессии. Можно было Азию, Лондон поторговать, но дальше там уже ловить нечего. Когда Bank Holidays в конце недели, можно смело закрывать терминал и не торговать, потому что к нью-йоркской сессии все уже потухнет. Вот как вы видите, вот нью-йоркская сессия, все потухло. Не было никакого движения, вот мертвое, потому что нету волатильности в рынке. Волатильность доставляется через банки, а банки отдыхают, поэтому тут нет смысла торговать. Вот это движение можно было бы поймать, отторговать, но это в азиатской сессии. Если кто-то просыпается так рано или у кого-то часовой пояс, если так удобно расположен, они, конечно, могли бы поймать это движение. Так. Это 15, это 15. Почему? Вот здесь же это. Это вот здесь. Вот оно. И вот так. Вот этот рейндж на S&P 500 мы сбалансировали, а на NASDAQ нет. Вот тут у нас была сформирована SMT-дивергенция.
Вот между вот этим свинглоу. Так, вот так можно сделать. Вот. Было SMT дивергенция сформирована, потом отсюда разворот. Но тут ловить было нечего из-за того, что уже в Нью-Йорке Bank Holidays было. Ну, так, четверг. Посмотрим, как отторговали четверг и Брай. Вот, как раз поймал это шортовое движение в 22:00. Нью-Йорк, по-моему, да? В Нью-Йорке шорт поймал. Так, это Евгения. Так, окей, это Константин. Это мы рассматривали. Сделки четверга мы уже все рассмотрели, получается. В пятницу торговал только Саша. Вот. Он поймал это движение. Вот здесь вот оно. Как раз это было до Нью-Йорка, после лондонской сессии. И дальше цена уже ушла в консолидацию. Вот его сделки. В общем, хорошая была неделя, кто торговал. Более-менее понятно. Только концовка недели, она не очень хорошая была, потому что были выходные банковские. Ну, а в целом вот это движение, все вот это движение можно было поймать. Опять-таки повторяю, мы находимся внутри MXM модели на глобальном уровне. Следующая неделя у нас есть диапазоны магнита, куда должна цена притянуться. Вот это первый, вот этот уровень. Потом так. И вот этот уровень. И таргет, вот он, ликвидность. Вот. Ликвидность здесь. Это магниты. Цена, может быть, в начале недели будет между вот этими двумя уровнями, но потом она развернется и будет стремиться к этой ликвидности. Я так предполагаю. На этом все, ребята. Спасибо за внимание. Хороших выходных вам. Думаю, вы получили какие-то полезные знания. Если получили, то буду рад вашим лайкам, вашим комментариям, отзывам, подпискам. Подписывайтесь. Кто, если устал сливать деньги, то можете пройти мой курс обучения, который уже проверен другими людьми, уже которые показывают результаты своей сделки. Это не вода, это не то, что продают некоторые псевдотрейдеры. Это реальные рабочие схемы, реально рабочие алгоритмы полностью. Получается даже индивидуальное обучение, потому что с каждым из студентом я работаю индивидуально, объясняю все в индивидуальных трансляциях, разбираю ошибки, непонятные моменты. Такой формат очень редко попадается в трейдинге. Спасибо всем, ребята. Хороших выходных. Обучение стоит, основное обучение стоит $1000, но туда входит объемный материал, очень объемный материал. Это начиная с PO3, IBDA, потом квартальная теория, MXM модели, Double Purge и много-много другое, там много чего. Объемный действительно курс. Потом входит еще в эту стоимость телеграм-сообщество, Discord-канал. И 24/7 всегда я буду ВКонтакте. Если будут какие-то непонятные вопросы, непонятные моменты, каждый студент всегда может обратиться ко мне лично, написать, и мы постараемся разрешить любую проблему, начиная от технических моментов, заканчивая до психологических моментов. Многие студенты как раз-таки
сталкивались с психологическими моментами и писали мне, именно обращались за помощью. И я, исходя из своего опыта, помогал. Так что это курс не только про технику, но плюс еще ментальное формирование как трейдера. Потому что ментальная часть, она очень немаловажная часть. Многие могут научиться технике, но перебороть вот эту ментальную часть, сформироваться чисто психологически трейдером, это намного тяжелее. Hello, brother. Okay, goodbye, guys. Have a nice weekend. See you next week.